Представьте себе ситуацию, когда вы оказались заперты в одном доме с маньяком-конструктором, чьи садистские наклонности проявляются в огромном множестве всевозможных смертельных ловушек. И нет, боюсь, это не Кевин МакКаллистер, это коллекционер. Человек, собирающий живых людей в свою коллекцию, словно люди для него незначимее пауков и бабочек. Вы заперты, вы одни, у вас нет оружия. Что делать? На этот вопрос мы и попытаемся найти ответ, разобрав фильм «Коллекционер». С вами киноголик Бережной. Возьмите с собой марки, крышки от бутылок и карты МТГ, ведь мы идем к коллекционеру. Для затравки нам показывают женатую пару, которая приезжает домой после какого-то праздника. И делают они это на своей машине, вместо того, чтобы доехать на такси. Первая ошибка, ведь оба человека пьяны, и они могли просто не доехать до своего дома. Мужик включает свет, но замечает, что все лампочки почему-то выкручены. Жена зовет его к себе, и на втором этаже они видят странный красный ящик, составленный запиской, на которой написано «Для коллекции». И уже сейчас я бы взял что-нибудь потяжелее и сказал жене вызывать полицию, потому что выкрученные лампы и странный сундук посреди комнаты — это уже перебор. И последнее дело, которым я бы занялся, это открыл бы ящик, внутри которого что-то движется, не осмотрев хотя бы ту комнату, в которой я нахожусь. А вообще, конечно, пусть приезжает полиция с саперами и сами с этим разбираются. Но мужик отказывается вести себя логично и поэтому становится жертвой притаившегося маньяка. Нас знакомят с главным персонажем по имени Аркин. Этот человек, по сути, разнорабочий, который делает все, за что могут заплатить. Он и двери починит, и решетки на окна установит, и с младшей дочкой заказчика поиграет, и со старшей сишку раскурит. В общем, с виду добросовестный, ничем не примечательный человек, работающий за небольшую плату. Но то днем, а ночью он превращается в маститого медвежатника, якшающегося с опасными бандитами. У вас может возникнуть вопрос, зачем он это делает? А все из-за денег, которых ему не хватает с работы на стройках. Ведь такая работа мало того, что отнимает много времени и здоровья, так еще и неблагодарна в плане денег. Не мудрено, что в наш век на первый план выходят IT-профессии, которые позволяют работать из дома и получать приличную зарплату. К таким, например, относится профессия моушн-дизайнера. И если вы хотите освоиться в этом направлении, то школа XYZ вам с этим поможет. Прямо сейчас XYZ открывает набор на курс моушн-дизайнера, который будет вести основатель и креативный директор 0101 Production Аман Реджепов. За 6 месяцев вы получите знания, с которыми можно будет устроиться на работу, начать свои проекты или удариться во фриланс. Курс делится на две части. Начиная с третьего блока, вы сможете сами выбрать направление, в котором интересно развиваться дальше. Студенты объединяются в небольшие инди-студии. Кто-то будет отвечать за сценарий, кто-то за анимацию, а кто-то за монтаж. Вас научат фундаментальным основам в области дизайна и анимации, работе с клиентами, супервайзерами и заказчиками, 2,5 и 3D анимации, а также работе со звуком, работе с камерой и крутым приемом монтажа для качественного результата. XYZ — это более 90 тысяч студентов, гибкий график обучения, опытные менторы, работавшие в таких студиях как Blizzard, CD Projekt Red и других именитых компаниях, и постоянная обратная связь. Лучшие студенты уже работают в таких компаниях, как Ubisoft, Saber и MyCom. Перейдите в описание, пройдите по ссылке и активируйте мой промокод для получения дополнительных бонусов. Берите скидку до 40% на этот или любой другой курс и подарочную подписку XYZ Plus на целый месяц, которая откроет для вас доступ к 30 дополнительным мастер-классам. Ну так вот, Аркин тут не просто создает вид работы, он присматривается и подмечает для себя важные детали, чтобы его будущее ограбление прошло успешно. Он узнает, где находится сигнализация и возможное местонахождение сейфа с богатством, после чего он получает деньги за работу и уходит отдавать их своей жене, которая задолжала опасным людям, и сегодня крайний срок выплаты. Но денег все еще не хватает. Чтобы заработать кэш на долг жены, Аркин связывается с бандитом, и тот соглашается купить у него драгоценный камень, который он выкрадет сегодня ночью, ведь семья заказчика уезжает в отпуск. Герой подъезжает к особняку и, собрав все необходимое, идет внутрь. Но откуда ни возьмись, появляется собака на цепи, которая царапает лицо персонажу. И это уже странно.
Потому что у жильцов этого дома не было собак, а штырь, на котором держится пес, выглядит так, будто его поставили сюда недавно. Аркин 2 месяца делал ремонт в этом доме и должен был знать о наличии или отсутствии собак. Я бы насторожился, ведь наличие собаки может значить, что в доме кто-то есть. Аркин проникает внутрь и замечает, что сигнализация почему-то отключена. А ведь у нее должно быть резервное питание, но, видимо, кто-то отключил и его. Опять-таки настораживает. Сейф действительно оказывается за зеркалом, и герой начинает процесс взлома. Но его прерывает шум открывающейся двери и шагов внизу. Поняв, что дом не пустует, герой собирает свои вещи и заходит в каморку, где чуть было не пересекается с нежданным гостем. И тут мы опять видим, а точнее слышим ошибку медвежатника. Аркин обулся в настоящие берцы, которые издают много шума, ступая по деревянному полу. Я бы на такое дело обулся во что-нибудь с мягкой подошвой, чтобы не шуметь почем зря. Спустившись вниз, он не может выйти, потому что откуда-то появились еще несколько замков. И так как уровень взлома у нашего персонажа недостаточно велик, но тем не менее он может открывать замки, держа отмычку неправильно, герою приходится остаться в доме. Коллекционер уходит в подвал, а Аркин не может уйти без камня, потому что иначе коллекторы выбьют всю душу из его жены. Поэтому он идет обратно к сейфу, где слышит женские крики из вентиляции. Из-за двери падает измученный хозяин дома, который узнает героя. И хватаясь за клюшку для гольфа, чудо-механизм отправляет его на первый этаж, где его подбирает колясик. Поздравим Аркина, ведь теперь его узнали и смогут опознать в полиции. Я бы вообще не снимал эту маску, тем более зная, что в доме кто-то все же есть. Герой понимает, что оказался в дерьме и поэтому ищет пути отступления. Но окна второго этажа оказались заколочены изнутри. И тогда он берет трубку, которая оказывается заподлянкой, ранящей его в ухо. Попытавшись просунуть руку между досок, он попадает в еще одну заподлянку с лезвиями. Силой он вытаскивает свою руку, и теперь он будет ходить по всему дому и оставлять кровавые следы, чтобы даже самый слепой на свете человек заметил, что в доме есть еще один гость. Походив по разным комнатам, он видит еще много ловушек на любой вкус. Здесь вам и доска с гвоздями для массажа мозга, и ножницы-наживки, и режущая леска, и комната с капканами, и даже разъедающий клей на полу. В общем, есть из чего выбирать. Как же выбраться из этого дома? Ну, для начала нам надо понять, а есть ли возможность выйти без шума. Двери заперты, а все ключи у Николая. Окна либо зарешочены, либо забиты. Но у этого особняка есть чердак. Какова вероятность, что коллектор забил и те окна наверху? Судя по его педантичности, большая, но попытаться стоит. Но даже если окна были бы забиты, на чердаке наверняка нашлось бы чем выломать доски. На улице дождь и гроза. Достаточно шумно, чтобы можно было бы потихоньку выламывать доски, пока Коля развлекается в подвале со своими жертвами. Вариант номер 2. Судя по гудкам, телефонная связь до сих пор работает. Нужно лишь избавиться от этого шипа и позвонить. А куда? Был бы у нас напарник, который стоял бы на шухере в машине, то звонить стоило бы ему. Но Аркин поехал без напарника, поэтому у нас остается только один вариант. Звонок в полицию. Да, мы попадем под суд за взлом и попытку кражи, но у нас уже есть опыт тюремной жизни, поэтому почему бы и да. Так мы, по крайней мере, останемся в живых. Другой вопрос, что там с нашей женой станет, но это как бы ладно, бывает. Ну и третий вариант. Он же самый рискованный, но и самый прямолинейный. Можно вооружиться одним из ножей с ловушки коляски и подкараулить его в темном углу. На нашей стороне неоспоримое преимущество – внезапность. Плюс в тюрьме, скорее всего, нам уже приходилось убивать людей в бунтах, ведь мы были под покровительством одной из банд. Так что герой знает, куда и сколько бить. После этого можно было бы спасти владельцев особняка, заключив с ними сделку, чтобы они прикрыли героя в суде. Уверен, они бы согласились, еще бы и спасибо сказали. Аркин спускается в подвал, где находит изувеченного хозяина особняка. Он говорит ему код от сейфа, ведь там должен лежать пистолет. В соседней комнате лежит связанная жена хозяина, которая просит героя найти их прячущуюся младшую дочь. Герой хочет, чтобы жена начала кричать, чтобы отвлечь коллекционера, чтобы он смог выйти из подвала. План получает добро, и таким боком Аркин выходит наверх.
Но этот план мог быть еще лучше. И вот способ, как довести его почти до зеркального блеска. Мы все так же просим жену закричать, но подготавливаем для этого почву. В подвале уж всяко найдется какой-нибудь молоток, брусок дерева, кирпич, бутылка, да что угодно. Нужно спрятаться за угол, и когда жена приманит Колясия, ударить его сзади по голове найденным предметом. Ну а дальше еще пару ударов по чехии, и все, мы спасены. В сейфе действительно есть револьвер, но патронов в доме не оказывается. А вот камень герой все-таки прикарманивает. В одном из шкафов стоит ящик, из которого вываливается мужик из начала фильма, который рассказывает нам немного лора. Но он бесполезен, так что забудем про него. В следующей комнате Аркин натыкается на блевотину ксеноморфа и застревает в ней вместе с котом. Герой начинает шуметь, отрывая приклеенного кота и бросая его в окно, которое оказывается еще одной заподлянкой-гильотиной. На шум приходит Николай Кулибинович, но Аркин успел спрятаться сам и спрятать свою оставленную обувь. Я не знаю, что это за субстанция, но чтобы не увидеть ярко-желтую хрень на полу и вступить в нее, нужно быть слепым на 1,5 глаза. Но даже если бы я и вступил, то я бы дотянулся до одеяла с подушками и накрыл бы пол, чтобы ходить по нему. А дальше, зная, что каждая мелочь в этом доме может быть ловушкой, я бы проверил заманчивое окно на наличие оной и аккуратно пролез бы наружу. И все, видал я эту семью на одном месте, максимум это звонок в полицию. Дальше Аркин лутает скрепку и совершает очень глупую ошибку. Он спускается в подвал, чтобы вызволить пленников. К сожалению, ласты мужа уже склеились, поэтому спасти есть шанс только жену. Аркин снимает кляп, открывает ей глаза и отмыкает наручники, после чего просит ее не смотреть по сторонам, чтобы она не увидела ничего лишнего. Но она все-таки смотрит и видит мертвого мужа, что триггерит панику. Она вырывается и натыкается прямо на коляску, который проводит ей комбо пером в живот. Аркин уже удается избежать стычки, спрятавшись под столом. Гений задней мысли, а каков был твой план? Просто я не вижу, чтобы ты открыл какие-либо пути отступления, чтобы начать вызволять заложников. Для начала следовало самому понять, как можно выйти, и лишь потом помогать остальным. Иначе они стали бы ненужной обузой. И женщине не обязательно было снимать скотч с глаз в этом подвале, тем более, что за углом висит ее муж не в лучшей кондиции. Внезапно к особняку подкатывает старшая дочь вместе со своим хахалем. Сосуны заходят в дом, не слыша криков Аркина об опасности. Там они предаются плотским утехам, пока Каляндрий наслаждается зрелищем. Но они замечают его, и тогда, постояв немного в раздумье, Колиус расправляется с парнем, отправляя того в медвежью комнату. Неужели стоять и смотреть на человека с ножом это так интересно? По-моему, нет. Стоило бежать, тем более дверь прямо за вами. Нет смысла геройствовать против ножа с пустыми руками. Благо, старшая умудрилась успеть позвонить в полицию, поэтому надежда на спасение еще есть. И тут до Аркина наконец доходит, что можно выламывать доски на окнах. Но совесть останавливает его, и он отвлекает Калямбру заведенным будильником, чтобы спасти старшую. Только вот старшая хватается за ножницы и попадает в заподлянку-катапульту, которая ее убивает. Аркин выбирается из дома и почти уходит, когда замечает в одном из окон младшую, которая зовет его на помощь. Подумав, что ребенка-то он уж точно спасет, он залазит обратно, где бьет Календулу пустым револьвером и киднепит девочку в ее комнату, где запирается от врага. Ну и чтобы не превращать это видео в пересказ, я пройдусь по оставшимся интересным моментам, потому как на главный вопрос видео мы уже ответили ранее. Герои заходят в ванную, где с потолка свисают рыболовные крючки. Чтобы пройти это место, было достаточно либо держаться ближе пола, ведь там крючков нет, либо защитить лицо с помощью полотенец. Колонизатор ловит Аркина, делает ему разрез на животе и приставляет к нему банку с тараканами, после чего накаляет стекло, чтобы тараканы начали прогрызаться в тело. Это мадагаскарские шипящие тараканы. Они травоядные. Это не крысы из Форсажа. Они не стали бы даже пытаться кусать человека. Приезжает коп, который видит труп парня в медвежьей комнате. На улице он встречает Колыча, а его встречает злобный пес. Чтобы избежать этого, было достаточно сразу же вызвать помощь по рации и ждать,
ждать подкрепления. Ситуация как бы серьезная, и одному можно не справиться. Аркин освобождается и видит мертвую жену в ванне с бензином, а над ванной шашку динамита. Можно ли было использовать эту шашку? Определенно да. Нужно было взять ее, поджечь и кинуть в сторону одной из стен, чтобы взрывом нам открыло путь. Самим же стоило спрятаться либо под столом, либо в дверном проеме. Аркину с ребенком удается сбежать из дома и выйти на дорогу, где едут полицейские. И герой не находит ничего лучшего, кроме как выйти прямо под машину. А ведь было достаточно всего лишь встать у обочины и размахивать руками. Едя на скорой, Аркин потирает прикарманенный камень и просит связаться с его женой. Но случается авария, результатом которой становится похищение Аркина коллекционером. Ну а что было дальше, вы уже и так знаете. Вот так мы и победили одного из самых изобретательных маньяков в истории кино. Ну как победили? Он нас поймал, но уже в следующем фильме поймаем его мы. Так что все считается. Подписывайтесь на канал, не забывайте про лайки, комментарии и группу ВК. С вами был Вячеслав Бережной. И напоследок, есть у меня идея пройтись по одной франшизе, которая давно требовала моего внимания. Как вам такая мысль? Дайте знать в комментариях.